Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Квартира. Ну что, я сегодня вижу, у меня здесь есть механизмы плюс цветка, и я бы на самом деле хотел бы собрать эту сборочку, но, есть еще один момент, тут есть нежить, и в принципе мне бы хотелось попробовать собрать как-то нежить, его показать вам, что она вообще в себя представляет в текущей мете. На самом деле на нежити довольно-таки тяжело играть, потому что законтрить ее могут почти абсолютно все. Ну, хоть кто немножечко имеет смекалочку. В плане того, что вы просто собираете 6 магов, 4 шамана и все. Так же самое это касается того, что вы играете через зверей и просто зверями вы можете спокойно законтрить. Спокойно законтрить, еще раз говорю. Нежить. На самом деле я бы хотел на зверях сыграть. Вот серьезно, мне бы хотелось на зверях сыграть через... Вот этот свенчик есть. Ай, короче, не знаю, на чем я буду играть, поэтому я так заранее вам говорю о том, что это либо будет нежить, либо же это будут механизмы плюс цветки, либо же это будет вообще неизвестно что и вообще какой-то третий билд, потому что, как в предыдущем ролике я сказал, я тебя услышал, ну, в принципе, я не против этого билда, от слова совсем не против. Так, это скипнем, это мы тоже скипнем. У меня гридеров, к сожалению, на канале очень много, но в принципе, почему бы и нет. Раз оно идет со старта, то можно, в принципе, вы знаете, как сделать вот так вот. И сделать не стандартного керри в виде луны. Я думаю, это было бы очень прикольно. Просто нестандартный максимально керри в виде луны. Почему нет? Правильно? Я думаю, да. Просто с каким-то нестандартным керри. Но тоже, если мне сейчас будет приходить Марси, то почему бы и Марси не пикать? Но тут как бы приходит немножечко пока что не оно, и хорошо на самом-то деле, что не оно приходит. Я, в принципе, больше, знаете, старой закалки, чтобы взять и собрать именно гритеров по-нормальному. Через Марси, там, через все такое. Хотя, на самом деле, можно было бы сейчас Луну поставить, я думаю, это не было бы проблемой. Хотя... Короче, я пока что не знаю, но мне в целом хотелось бы на гритеры сыграть. Чувака, гоблин в двойку. Я тоже хочу гоблина в двойку, алло. Так, нежа здесь собирается. В общем, я так понимаю, здесь либо будет звери плюс Кира плюс чернокнижники, либо же звери плюс Кира и боги, либо же это будет билд через шаманов, потому что если будет собираться нежить и довольно-таки активно будет собираться, то мне придется играть через зверей, либо же шаманов. И по-другому я законтрить их не смогу. Вот, к сожалению, не смогу по-другому законтрить. Если бы я мог по-другому законтрить, я бы даже не пытался какой-то иной билд придумать. Так, тут пришел охотник, я на самом деле пока что его возьму. В принципе, плохо не будет. Гритер пока остается. То, что тут, конечно, нежить соберется. Блин, ну, скорее всего, придется мне играть против нежити. Но, в принципе, можно будет нестандартного керри Луну сделать. Она реально хорошая, только, ну, очень сложно реализуемая. Она, в принципе, хорошо зачищает столы. Вообще без каких-либо проблем. Ну, короче, посмотрим. Просто, знаете, вот Луна, конечно, это круто, а вот Омник это намного круче. Ну, посмотрим. Как бы я сейчас поставил то, что я хочу. 3, 5, 6 монет. Но я все равно не выхожу даже в 10 монет. Я только что так подумал, что можно было бы, в принципе, в 10 монет выйти. Ну, ладно. Нет, так нет. Ну, кстати, нежить мне тоже приходит неплохо. Можно было бы как заготовочку сделать нежить, и вдруг чего перестроиться. Просто взять и перестроить. Хотя... Ладно, я лучше выйду в монетки. Как-то мне больше монетки нравятся. Вот, понимаете, если я буду выходить в хорошую экономику, то у меня будет вариантов больше перестроиться, там что-то сделать другое, что-то как-то... Короче, разнообразие становится намного больше. Если же я просто оставляю вот так, как все как есть, и выхожу в минус деньги, все такое, то в принципе мне нужен хотя бы вот такой вот стол, как у моего сейчас противника. Вот, видите? То есть в таком смысле, да, тогда хорошо вот выйти из инкама, там иметь меньше денег, но при этом иметь хороший стол. Но, как мы видим, я не совсем уверен, что мне придет этот хороший стол. Ну, посмотрим. Кстати, классно гритеры сейчас перепрыгнули на мартретку. И сейчас накидывают по Марсу в спину. Отлично. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, как же Марса они только что испепелили. Ну, короче, я, если что, Луну возьму. Она приходит, почему нет?
Так, у меня 20 монет вообще шикарно. На шестом раунде 20 монет. Просто вдумайтесь. 20 монет на шестом раунде. Это же круто. И на самом деле я бы мог поставить сейчас 2 луны. Но у чувака просто обалденный стол. Да, он без денег. Да, вот реально он без денег сейчас. Но у него хороший стол. Очень даже хороший. У чувака 4 зверя уже со старта. Лундруид ему пришел. Понял тебя? Понял. Ладно, я пока поставлю так. Так я, скорее всего, смогу быстрее стол зачистить и все такое. Ну и для луны, в принципе, мне нужно будет немножечко другие... О, маг-дракон собирается. Ого-го. Ого-го. Ладно, если там будет собираться маг-дракон, то у меня, скорее всего, будут проблемы. Но, в принципе, луна защищать будет это неплохо. Но не в идеале. Вот как мы видим сейчас, оно, в принципе, сейчас неплохо накидывает, да? Но, как бы, Лина в двойку решает вопрос. Если бы у меня была Лина в двойку под гритерами, мне было бы намного легче. Легионку, в принципе, можно было бы закерить. Ну, просто Легионка очень долго будет зачищать стол. Реально очень долго будет зачищать стол. Если Луна с этим справится, то Легионка, скорее всего, не справится. Поэтому такой трудный выбор немного стоит. Вот, смотрите. Луна, да, у нее там есть свои проблемы. Все такое, там на 23% меньше урона. Хотя на самом деле каждый отскок наносит меньше урон. То есть на 23% каждый отскок наносит меньше. В этом огромная слабость Луны. Но ее хорошая сила в том, что она может массовый урон давать. Огромный массовый урон. У меня, кстати, обалденный инкам. Мне нравится. Ну, посмотрим сейчас, как оно будет. Потом... Ой-ой-ой. Инча успела закастить свой... Не хотел я, чтобы Инча успевала закастить свой хил, потому что, ну, очень много она делает со своим хилом. А еще сейчас я очень много получаю. Ну, это звери. Это норма. Так, надо пока убирать вот это вот. Поставлю резачка. Все-таки как-никак он хорошо зачистит стол. На самом деле, тебя тоже уберу. Короче, что сейчас для меня опасно, если я буду играть через Луну? Во-первых, ей нужны шмотки. Если же у нее не будет шмоток, то будет все очень грустно. Под гритерами я, в принципе, не знаю, я никогда ее не собирал. Я все время там собирал Мартретку, собирал там Луну. Ой, собирал Мартретку, Марси, вот таких вот персонажей собирал. Но я никогда не собирал Луну как керри. В принципе, это должно быть прикольно, именно необычное, что-то интересное. Потому что я вот думаю, что защищать стол она будет хорошо. Так же самое я думал про Медузу, но у меня очень плохие впечатления остались от Медузы, когда я ее собрал под гритерами. Медуза очень слабая под гритерами. А вот, в принципе, Луна, может быть, еще покажет себя с хорошей стороны. Кстати, Омник пришел, я бы на самом... Хотя... Не, я, наверное, Омника не буду ставить. Вот 2 Луны на мобов поставлю. И, в принципе... Можно было бы этого гоблина поставить, но тут брони больше. Брони больше, у него есть какой-то ХП-реген, плюс... А, нет, это магическое сопротивление. Ну, короче, в принципе, так будет немножко лучше, как по мне. Хотя... Кто его знает, как оно лучше будет на самом-то деле. Посмотрим сейчас. Я минус армор закину тебе все-таки. Как-то ты мне больше нравишься. Ну, в принципе, есть... Вот у меня сейчас 40 монет на 10 раунде, это вообще шикарно. 81 хп. Ну, 81 хп это, конечно, такое себе. Плюс винстрика никакого нету. Так, Хрона накинулась на лицо неплохо. Так, ну дайте тюрьму. Дай тюрьму разочек. Так, Луна, не умри. Отлично. Все, шикарно. Я этих мобов забираю вообще без каких-либо проблем. Кстати, мне показалось, что гоблин как-то по более урона наносит. Может, мне показалось просто. Ну, вот сейчас, кстати, Сларка можно было бы попробовать хоть разочек собрать. Я думаю, Сларк тоже очень сильный персонаж. Вот если в действительности попробовать Сларка собрать. Так, молот. В принципе, да. Хотя, на самом деле, можно это сейчас все в Гриттера закинуть. Гриттер не такой уж и плохой персонаж. Хотя Сларк разгонится. Ладно, посмотрим. Пока что так. Я хочу гоблина в троечку собрать, точнее в двоечку, чтобы он хотя бы 3 монетки мне успел перенести. Ну, тут звери. Ну, зверей будет тяжело законтрить. Я уже молчу за то, что тут, ну, как минимум есть нежить. Которая, извините, но очень сильная. Против гриттеров она, кстати, неплохо контрит. Это нежить. Не, ну Сларк так неплохо сейчас забрал.
Может, я слишком придирчив? О, Разор. Так, Разора я, наверное, поставлю. Разор неплохой персонаж. И на самом деле можно было бы двух гритеров поставить. Вот ты 1900 нанес, а гритер 1000. Но ты нанес это из-за того, что у тебя были предметы. Наверное, я двух гритеров поставлю, конечно. Сларк это круто. Я все шмотки, наверное, пока что в одного гритера закину. Так куда ты постоянно мимо кладешь все эти шмотки? Боже. Возьму из инкама немножко выйду. Не знаю, попробовать Сларка закирить или все-таки Луну. Сларк, в принципе, неплохо. Но Луна... Я лучше Луну, короче, закирю. Луна мне просто больше нравится из-за ее перспектив, что она может зачистить весь стол. Тут и Свен есть, и как бы и Спектра есть. То есть все здесь есть. О, кстати, Винстрик чуваку сбил, походу. А, не сбил. Его пеньки меня просто забили ногами сейчас. Но было бы прикольно, если бы я ему сбил Винстрик. Это было бы очень даже хорошо. Так, в принципе, можно Лондруида поставить. И мне кажется, лучше Сумон пока что поставить с чистым уроном. Я думаю, намного так сильнее будет. Этот жрец может просто присумонить одно тело. Это будет очень хорошо. Хотя не факт. Посмотрим. Пока что вообще непонятно, что я буду собирать, как оно будет собираться, потому что пока что что-то у меня не радостные новости. Так, ну крутилочка здесь уже обеспечена, то, что я вижу, здесь будет крутилочка через орков. Либо же просто будет в целом шаманы. Но скорее всего тут будет просто крутилочка. Вряд ли тут будет что-то новое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, еще хрону накинул. Хорошо жрец сумонил сейчас. Ну, правда, здесь жирные персонажи максимально. Ну вот, кстати, если была Луна, то, скорее всего, я бы мог затащить этот раунд. О, еще одну Лундруида присумонил. Не, ну, да. Да. Чего я ожидал? Джаггер в двойку, этот в двойку. Ну да. Блин, ну это, конечно, круто, что ты приходишь. Ладно, короче. Это слишком дорогой билд у меня был бы. Поэтому я возьму так. Поставлю Лондруида вместо Луны. Меня, в принципе, все устраивает. Тебе такие шмотки закину. И, в принципе, поехали, как говорится. Поехали. Поехали пытаться что-то здесь творить. 63 хп. 50 монет, в принципе, ок. Ну, пока... Не, ну пока нормально. Не скажу, что сейчас все идеально. Тут есть чел, который будет играть на магах. Мне по-любому против него нужно будет что-то собирать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не, это хорошее усиление. Так, ты гуляй. Марси, Марси, Марси. Хочу ли я Марси? Давайте подумаем. На самом деле, почему нет? Так, винстрики позбивали. Это очень плохо. Меня это не радует. Я не хотел, чтобы винстрики сбивали. Тебе, кстати, закинем. Я на самом деле... Не, ну ладно. Хотя, может быть, лучше в Марсе. Тычек больше, замедление. Ладно, это двойка. В принципе, двойку я лучше оставлю. Мне кажется, двойка намного поярче будет. Так, еще расстановку сделаю. Сейчас посмотрим, кто первый придет. Но я бы на самом деле сыграл бы либо через Марса, либо же сыграл через Луну. Луна, в принципе, перспективно выглядит. Ну и Марси тоже, извините меня, Марси меньше предметов надо для того, чтобы ее реализовать. Вот реально ее намного меньше предметов ей надо. У нее скорости такие есть. Дебаф массовый есть. Сложный выбор. Луна просто сможет зачистить очень быстро стол. Цепочка. Ладно, пока так пусть будет. Меня, в принципе, устраивает. Почти все, скажем так. Крона сейчас прилетит. Ну, сейчас посмотрим, как она будет реализовываться сейчас.
На самом деле, вместо Марси я сейчас хочу так... В принципе, я мог бы и Марси оставить. Хотя для контента хотелось бы какое-то разнообразие. Ладно, Марси я пока удалю. Все-таки для контента хочется разнообразия, поэтому я соберу сейчас Луну. Это необычно, это что-то интересное. Плюс она может зачищать стол очень быстро. Единственное, ей нужны шмотки на скорость атаки. Как бы 820 урона. Тут разорчик у меня есть. Проблема в маге-драконе. Кункан. Нужен ли мне Кунка? На самом деле Кунка это такой неплохой персонаж, который сможет просто застанить. И это контроль. То есть я сейчас полностью упарываюсь в урон. Но в принципе можно было бы и не упарываться в урон, а просто сыграть через... Ну, короче, я выбираю Луну, потому что она сможет хорошо и быстро защищать стол. Плюс у меня будет какая-никакая стенка. Для Луны мне, конечно, нужны немножко другие предметы, чем они есть у меня сейчас. Мне бы желательно, чтобы упала двухстволка. Мне желательно, чтобы упала маска 5-го тира обязательно. Молнии 5-го тира тоже обязательно, потому что это скорость атаки и криты. И, в принципе, все четко будет. Вот сейчас мы посмотрим, как она... Не, ну, в принципе, отхил, кстати, у нее от ее пси-блейдов хорошо... Ой, пси-блейдов. От ее... Вот этих отскоков очень даже хороший. То есть, смотрите, она неплохо так хилится. Еще и кунфу забрал сверху. Это отлично. Пока что мне нравится. Хоть там и не полная кунфу. Если было бы полная, я по-любому здесь откис. Тут гадалки не ходи. И так понятно, что полная кунфу намного жестче будет. И нужно понять, нужен ли мне разор. На самом деле, я думаю, что разор мне не особо нужен. У меня будет... Ой-ой-ой, маг-дракон. Маг-дракон это лютая проблема для меня. У меня просто сейчас никакого магдефа нету. Из-за того, что здесь есть против меня маг-дракон, у меня будут, скорее всего, проблемы. Шесть зверей. Вот 6 зверей еще, кстати, будет одна проблема. Вот, кстати, он пришел, сейчас посмотрим, насколько это сильная проблема будет у меня. Так, ну хрону одну не поставил, отхил не пошел, но рыжий лис мне порвал немножечко. Все-таки, конечно... А, не, нормально, нормально, нормально. Пока нормально. Мне бы сбить винстрик вот этого чела. Было бы вообще шик. Надо подумать, нужен ли мне кунка. Вот в действительности, нужен ли мне кунка. Кунка это стан, это контроль. В принципе, можно было бы, почему нет. 10 армора имеет, хотя, ну, вместо гоблина этого по-любому мне что-то нужно делать. И вот только надо подумать, что разор, он неплохой. Правда, против меня есть два мага, которые тоже будут этого разора собирать, и вряд ли я его соберу. Ну, кстати, я немножко сейчас вещами поменяюсь, потому что я хочу, чтобы у меня этот гритер хрону первее закастил. Этот-то, наверное, успеет закастить. А тот не факт. Пунка. Пунка стан. В принципе, можно было бы. Кораблик, конечно, стан на 2 секунды всего лишь. Так, хрона еще одна пошла. Кстати, неплохо так забираю. 2700 урона. Не, ну тут вся команда сыграла хорошо у меня. Кунка пришел. Боже, и что мне делать с этим кункой? Собирать его, не собирать. В принципе, можно было бы. Вместо разорчика. Но такими темпами можно было бы и Джаггера подумать собрать. $300 урона, 2 секунды стан, КД 11, в принципе. Ну, у меня много тех людей, которые ману кастят, с маной кастят. 1, 2, 3, 3, 4, 5. 5 персонажей, которые ману кастят. Но это массовый стан из плюсов. Из плюсов это реально огромный массовый стан. Хотя, может, и лучше есть. В принципе, варлок вот этот есть. Классные предметы, скип. Еще лучше предметы. Короче, гениально немножко предметы мне упали. Рекомендую каждому.
Это была не была. Соберем кунку. Я никогда кунку просто не собирал. Насколько это эффективно, мне немножко непонятно. Вот, кстати, ману плюс 50 я, наверное, тебе. Хотя 2 хроны. Хотя лучше, наверное, тебе. Хотя лучше, наверное, тебе. Расстановку немножко нужно поменять. И, наверное, все-таки вот этот вот... Ну, плюс 15% это, конечно, неплохо, но я лучше заменю. Понятно, на колечко. Спасибо, конечно, за колечко. Ну, в принципе, 2 хроны пораньше закастится. Почему нет? Замедло лютое. От кого? А, там у Мартри замедло. О, ну, кстати, неплохо только что стан кунки сработал. Как по мне, если бы не этот стан, было немножечко по-другому бы все. А еще плохо то, что там челу сбили винстрик, и мне это не нравится. Сколько ты нанес урона, Резак? 1100, эгида 2. Тогда давайте 2 эгид поставим. И в целом бы мне, если пришел сейчас Дискорд, было бы очень хорошо. Вот было бы прям прелестно. На самом деле, подожди, я могу же попробовать по-другому. ХП плюс 300, мана плюс 50, дебафы скидывают. Можно было бы попробовать просто махнуться. Хотя, может, и не лучше. Короче, сейчас пока самое опасное для меня это зверь. Очень опасен для меня зверь. Ну, конечно, сейчас он в хроне простоял все это время, но я же говорю, что тут жестко в том, что тут есть сейчас инча. И зверь плюс дебафы накидывают сильные. 1 плюс 2. Да, это фуловый зверь. Ну, из плюсов то, что он просто... Ну, я в хроне прокидал их. На очень долго. Бабка. Не, ну бабка, керить бабку это уже не то. Луна, конечно, идеально приходит, как мы видим. Всем рекомендую, чтобы так Луна постоянно приходила. Ну, кстати, я лучше в действительности сделаю так. Что-то мне как-то кажется, что намного лучше будет, если сейчас он блинканется, сразу накинет свой стан. А этот хрону уже закастует как-то, ну, посредственно чуть потом. Мне все-таки надо, чтобы как-то разнообразнее хрона была. Ой, шаманы. Ну, вот крутилочка. Ну, попробуем против крутилочки сыграть. От хила мало. Видите, у меня очень слабая сейчас луна. Он мне сбил винстрик. Очень плохо стояли только что, ребята. И минус 15 я получил. За что? Как? Боже, это... Я не знаю, каким образом он рассчитывает на то, чтобы мне минус 15 дать на лицо, но это кринжует уже немного. Ладно, я гритеров пока продам, они мне не нужны. Спасибо, Луна, что ты пришла. Мой мейн керри. Я на самом деле уже немного жалею о том, что я собрал именно Луну, как мейн керри. У меня есть негодование в сторону нее. Какой-то слабый овер персонаж, если честно. Спасибо за хрону. Не понял, что тут. Бояринов какой-то. Драконы, ведьмаки. Что это за новшество такое новое? Объясните мне, пожалуйста, что это за мета? В чем плюсы? Непонятно. То есть то, что он просто сразу перевоплощается и все, это весь плюс? Как-то слабо, не? А где моя луна? Ну за 25 раундов можно ее найти уже в тройку? Так, ладно, я поменяю немножко на резаков. Мне кажется, резак будет получше. Ну вот, короче, как-то так, ребят, с моей удачей, видите? Сколько времени прошло, у меня до сих пор луна как бы в двоечку. 25 раундов. А ну, напишите мне сейчас в комментариях, сколько прошло раундов с того момента, когда я начал луну собирать. Это раз. И когда я ее соберу в тройку. И кто вот может прям запариться, сколько денег я потратил на роллы, чтобы найти именно луну. Как по мне, это люто как-то. Ну, очень люто. Не мог бы минус армор собрать, мог благодать Дросида взять. Все хорошие предметы, но на самом деле мне бы двухстволку.
Ладно, жрец пока в единицу, я буду собирать лучше тебя. Благодать Дросси хороший предмет. Я бы его взял, отхил как-никак. Ну, то есть все четко. Шаман-орк, вот это вот для меня проблема огромная. Сейчас он богов соберет сверху и все. Я вот просто... Что? Я тебя понял. Я тебя услышал. Так сказать, и я в шоке. И что делать против такого челика? Ну, кстати. Хотя, может, лучше резаков уже поставить. Короче, какой-то бред происходит. Я в лютом шоке. 1+2 сейчас забрал винстрик человека-мага, окей. Я чела вынес, окей. Что, луна может соберется сейчас? Ладно, гида тоже норм. Просто основной мой керри до сих пор еще не собрался. Это проблема для меня. Криты пусть будут. Я, наверное, все-таки попробую рольнуть броню. Может, мне упадет дискорд для эгида. Отлично, упал. Для эгиды дискорд это просто самое то. Но проблем здесь у меня просто куча. У меня нет мейн-керри нормального. У меня даже предметов нормальных на него нет. Вот это вот плохо. Есть ведьмак-дракон. Не понимаю, в чем смысл, но пусть будет. Есть 9 магов. Сильно, кстати, да. Сильно. 9 магов это сильно. Конечно, у меня есть хрона на все лицо ему. Плюс кораблик прилетит сейчас застанет. Может и не сильно. Туэйбл. Ну да, как-то не сильно. Минус 16 я ему дал. Почили. Так, ну пока кунка в двойку. Ладно. Я просто хочу гритера собрать в тройку и собрать еще одного гритера попробовать в двойку. Может получится. У меня, в принципе, есть все шансы собрать и сделать так. На самом деле, я бы мог поставить сейчас вместо... Ну, луна как бы она сильная. Ну, как сильная? 2500 урона. Боже, на самом деле, лучше бы я Мордредку кирил. Я уже сам себя сомневаюсь о том, что я делаю что-то правильно. У меня просто... Не знаю. Я, наверное, даже тебе отдам бусы. Так как мне кажется, что ты будешь намного сильнее сейчас под бусами. Я думаю, даже если сейчас Гритуру отдам эти шмотки, он будет посильнее. Но у меня вот такое впечатление. Так, еще одна хрона, отлично. Еще и кораблик сверху, шикарно. Еще и гида сверху закатила свой топор смерти. Это сильно. Кстати, ой-ой-ой, ой-ой-ой, какие предметы насыпало мне. Хорошо. Но на самом деле я просто сейчас даже, грубо говоря, тестю, насколько это все-таки эффективно. Так, резачок в троечку. Окей. Ну, кстати, резаку сейчас можно дать эти предметы, и резак будет намного посильнее. Хотя, на самом деле, мне уже бы предметы какие-то заменить. Тут очень сильный челс. Боже, какие ему предметы упали, я в шоке. Ему очень сильные предметы упали, вот объективно. Маску. Хотя, на самом деле, лучше бы я Радик... Ой, не тому маску отдал. Кераса там есть еще. Где моя луна? Объясните мне, пожалуйста. С нормальными предметами. У меня луна просто без предметов вообще. Все предметы у нее забрал. Потому что я считаю ее сейчас не особо сильной. Есть зверь, есть эльф. Я надеюсь, как-то эльфов кто-то вынесет. Тут чувака рапира.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне бы МКБ сейчас какое-то. Башер мне не нужен. Мне нужен МКБ. Под МКБ у меня будет больше скорости атаки. И молнии. Все. Маску я скипать не могу. Я на самом деле в шоке, каким образом он нароил себе 3 предмета 5 тира. Я если даже сейчас все эти предметы скипну, у меня не будет предмет 5 тира. То есть один. Ну не 3. А у него еще кучу предметов сверху. Кто шарит, ребят, напишите в комментариях, потому что я сейчас, допустим, вообще не шарю, каким образом он это сделал. У меня есть вопросы, на которые я хочу получить ответы, но, судя по всему, я их не получу. Давай МКБ. Спасибо, что пришел очень вовремя. Вот на 31-м раунде мне пришел... Ну, Башер. Ну, в принципе, Башер на самом деле будет неплохой предмет. Это я так. Я могу забашить керри персонажа противника. В легкую причем, да. Он хоть сзади там стоит, но в легкую я могу его забашить. Ну, я, наверное, так и сделаю. И, наверное, я все-таки некоторые предметы заберу. Можно было бы даже убрать некоторые предметы, как по мне. Ну, в принципе, у меня есть хрона. Раз. В принципе, есть хрона. Есть хрона вторая. Можно было бы сейчас поменять и ставить... Не, ну, две... Лучше так. Короче, лучше пусть будет так, как по мне. Мне не хватает предметов на скорость атаки. У меня очень мало скорости атаки у Луны. Она очень мало урона будет наносить. А предметы на скорость атаки я получить только могу с 5 тира. Ну, сейчас посмотрим. Если все таки дальше продолжится, то я буду менять. Что-то буду... Вот, кстати, сейчас он пришел. Не, ну, ваншот это, конечно... Нереальная маска. Очень сильная. Не, ну я его не заберу. Это как-то какой-то бред. Хотя... Давай рапиру мне! Мне рапиру. Мне! Короче, если что, я сейчас убрал Гриттера для того, чтобы найти его еще одного в двоечку. Я хочу сделать в тройку Гриттера и в двойку Гриттера. Молния, отлично. Сейчас у меня будет куча скорости атаки, я смогу нормально себя чувствовать. Ну и посмотрим, правильно я сделал или нет. Ну вот, кстати, Марс я застанил. Хорошо. Взлята Зесса у этого челика, плюс Радик, боже, это такой кринж. Просто он меня убил предметами. Ты меня бесишь. Вот эти вот пандаманы. Очень бесячие панды, очень бесячие. Может троллей поставить сейчас? Хотя не, я не успею собрать троллей. Ну, это что-то необычно зато получилось у меня. Хоть что-то, но меня радует то, что хотя бы это что-то необычно получилось. Прикольно и необычно. Минус только в том, что чел просто играет через предмет, плюс взгляд АЗС у него есть, который работает на гриттеров. Это вообще, ну, уму непостижимо. Вот если рапира упадет, а рапира походу упала, только не мне, да? Или где рапира? Где рапира? Ты отдал рапиру. Кому ты отдал рапиру? Слышишь ты? У кого моя рапира? Ты сейчас... Только не скажи, что ты ему отдал рапиру, я тебя прошу. Чел. Обалдеть. Он ему рапиру отдал. Но у меня нет шансов, скорее всего, здесь. Тупую нет шансов. Жестко. Ну что ж. Радуется тому, что чел ему рапиру отдал.
А я порадуюсь, что у меня хотя бы гритер есть. Ну, ладно. На самом деле... Бессмертие. Ну, пусть будет бессмертие. Блин, надо бы кольцо забрать. Я протупил. Очень много замедления накидывает этот чел. Вот просто посмотрите этот прикол. У меня маска, если что, есть, которая не хилит мне. Зато есть чел, который убивает предметами. Еще сейчас он рапиру закинет ее. И все. Мне нужно МКБ. Я бы мог... А, не могу. Слишком много потрачу на перестройку. Слишком много потрачу. Ладно, это что-то было необычно, на самом-то деле, и прикольно. Я, ну, как бы расстроен немного из-за того, что чел на кунг-фу меня вынес под эльфами. Ну, не особо так сильно, потому что у чела рапира есть, если он бы мне... Ну, если... Ну, дай бог я его вытащу. Он никому ее не закинет. Хотя он мог закинуть Марси и просто разорвать меня. Но вот это вот кунг-фу, которое еще взгляд АЗС работает на меня, ну, не знаю, я в техподдержку отправлю этот видос, почему взгляд АЗС работает на гритеров. Этого быть не должно. Плюс чел уничтожает меня предметами из-за того, что у меня нет МКБ. Элементарно. Ну, посмотрим. Посмотрим, как говорится. Может, сейчас мне МКБ отпечаток упал. Ага, спасибо. Я вообще рассчитывал на криты немножко. Так, эти мне предметы все скипнуть надо. Цепочка, спасибо, очень полезная. Классные предметы. Спасибо за Battle Fury. Вот и все, и конечная моя пришла. Жрец, как обычно, не придет на последние деньги. Ну, что поделать. Жизнь такая штука. Рапиру отдал. Он рапиру в Марсе отдал. У меня проблема. Он сейчас мне просто может ваншотнуть Луну. Ну, посмотрим, он сейчас должен, в принципе, прыгнуть на край. Я его забашить должен. Хотя неизвестно, что кому кто должен. Ну, сейчас посмотрим. У него все предметы идеальные. Просто посмотрите, вот. Ну, все. Абсурд. Лютый абсурд. Ладно, это было все равно прикольно. Если бы не выпало МКБ, у меня были бы шансы, скорее всего. То есть, если бы только выпало МКБ, то у меня были бы шансы. Но, к сожалению, посмотрите, какие у него предметы упали. Плюс рапира не выпала мне, когда я вынес того чувака. Спасибо огромное рандому. И я даже на самом деле сам не знаю, как правильно падает эта рапира. Но суть в том, что посмотрите, какие у него предметы. Идеально взята Зесса. 2 предмета шикарные. Упала бы ему еще маска 5 тира, тут просто забейте. Чел, который играет еще через рапиру, ну тут у меня шансов были победить вот столько. Даже так это было бы прикольно, и мое мнение по поводу Луны Керри, скажу так. Оно не объективное, по той лишь причине, что у меня не особо хорошие предметы выпали. То есть посмотрите, маска, Мьёльнир, БФ, Башер. Была бы у меня Марси керри, либо же была бы у меня Мартретка керри, то, скорее всего, я бы выносил здесь без шансов. Потому что БФ плюс, как бы, Мартретка со своими критами, она развалила бы кабину, нечего делать. Но чел собирал Мартретку, ну, то есть, ну, как бы видно, да. Плюс у него еще эльфы, а МКБ мне не упало. Мне даже предмет 2 тира на, ну, такой мини-БКБ не упало. Упала бы МКБ, скорее всего, игра бы другими красками заиграла. Но она не упала, поэтому вот итог. Скиллуха решает в этой игре, запомните. Но я показал что-то необычное, хотя бы это +1. На самом деле лучше, наверное, брать Сларка. В моей голове это звучало так. Я буду выносить всех и вся, потому что я буду очень быстро защищать стол. Но с нужными предметами. Но нужные предметы мне не упали, поэтому болт на 28 и покеда. Ладно, ребят, что думаете вы, как обычно? Уже стала традицией. Пишите в комментариях, что думаете, что бы стоило добавить и тому подобное. То есть, свое мнение пишем в комментариях. А также не забудьте подписаться на мой канал, потому что цель 5000 подписчиков на ютубе. А еще есть телеграм-канал, где я веду личный блог. Также пишу по обновлениям этой игры. Пишу, когда стримы и все такое. Поэтому ссылочка
закреплена в комментариях. И там есть у нас чат комьюнити, где мы все общаемся на разные темы, не только по игре. Поэтому присоединяйтесь ко мне, не стесняйтесь и не забудьте свой лайк и коммент. Всем удачи!